Всем привет! Это продолжение нашего большого путешествия. В прошлом видео мы отдыхали в живописной Мацушиме, а сегодня у нас 7 июля, первый день фестиваля Танабата. Праздник влюбленных звезд, когда вся Япония украшена яркими бумажными фонарями и бамбуковыми ветвями с пожеланиями. Мы из Сендая садимся на скоростной Шинкансен и устремляемся дальше на север в префектуру Аомори. Вот наш маршрут. Мы едем до станции Хачинохе. Стоимость билета на Шинкансен на бронированные места 12 390 йен. Это для взрослого, а для ребенка половина. Это цена в одну сторону. И ехать до Хачинохе где-то 1 час. Приехали мы на станцию Хачинохе где-то к обеду и сразу пошли перекусить. Я забронировала машину, и перед тем, как идти за машиной, мы решили пообедать, потому что дальше нас ждет дорога. И здесь я заранее исследовала, какие есть ресторанчики. Здесь прямо на станции тоже есть разные ресторанчики. И вот более-менее, что мне там понравилось и где есть местные деликатесы, мы решили туда пойти. Кстати, машину я бронировала на 1 день, и стоило это где-то около 10 тысяч йен. И плюс там еще бензин и страховка. По префектуре Аомори, куда мы приехали, ездить куда-либо без машины, мне кажется, невозможно. Поэтому всем советую бронировать заранее. Иностранцы тоже могут бронировать. Я все делала через интернет и оплачивала тоже заранее. Но все очень удобно, потому что компания по аренде машин находится прямо перед станцией. Можно сказать, в нескольких шагах от выхода на станции Шинкансена находится вот этот замечательный ресторан Хорин. Дочка заказала себе любимое детское карри, а я взяла традиционный сет Аомори Тэйшоку. Чего тут только нет. И суп сэмбэй джиру с местными коржиками, и гребешки на ракушке, и сашими, и еще фирменный икамеши, кальмар, фаршированный клейким рисом. Сейчас вы увидите. Честно сказать, блюдо очень на любителя. Плотный сладковатый рис, вот это вот икамеши, что кальмар фаршированный, это очень известное блюдо у них, но вот этот вот рис там клейкий, и, честно сказать, блюдо очень на любителя. Плотный сладковатый рис внутри кальмара мне особо не зашел, но попробовать местный деликатес всегда интересно. Все остальное сашими, вот сашими, то, что в ракушке, там тоже овощи и морепродукты, мне очень понравились. Вот эти вот гребешки в кляре тоже понравились. Единственное, что вот ихнее коронное блюдо, сейчас я вам покажу, дальше будет. Вот это коронное блюдо, кальмар с рисом внутри сладким, мне не очень. Вот это все известные блюда Аомори. И еще дальше у них в Аомори очень известный чеснок и яблоки. Аомори дает больше половины всех яблок в Японии, поэтому яблочные пироги, запеченные яблоки, яблочный сидр и яблочные соки здесь буквально на каждом шагу. И мы очень хотели попробовать яблочный пирог и пошли в магазин десертов, который находится прямо перед станцией. К сожалению, все пироги из яблок были распроданы, и мы купили пирог из слив, попробовали его там. Ну, он, честно говоря, был обычный.
Забрав арендованную машину, мы отправляемся навстречу самым необычным местам этого региона. Наша первая остановка – городок Такко. Вы не поверите, но это официальная чесночная столица Японии. И там в воздухе буквально витает пикантный аромат. Кстати, у Такко очень интересные международные связи. Город дружит с чесночной столицей США Гилроем и с корейским городом Сусан. В Корее тоже обожают чеснок, и фермеры из Сусана и Такко постоянно ездят друг к другу обмениваться опытом. И вот мы подъезжаем к центру чеснока, Garlic Center. Это место настоящий культ чеснока. Простите, я забыла снять на видео, вот ставлю фото. Здесь внутри есть очень популярное кафе, где во все блюда входит чеснок. Оно так популярно, что даже в будни здесь очереди. Вот это кафе и вот это самое коронное меню. Простите, это кафе было закрыто, поэтому мы не смогли его посетить. Но вот это деликатесы, сделанные из чеснока. Здесь вот это мороженое очень популярное. Мы его попробовали, нам понравилось. Также здесь и Кока-кола была, мы тоже ее попробовали, очень оригинальный вкус, вкусно. Здесь я купила много сувениров, и я собираюсь сделать видео о моих сувенирах в этой поездке, так что расскажу вам позже. Сейчас хочу добавить про черный чеснок. Мы взяли на пробу знаменитый черный чеснок, и я в него буквально влюбилась. Я уже его съела уже дома. Его готовят путем долгой выдержки при высокой температуре и влажности почти месяц. Он становится мягким, сладким, как чернослив, и превращается в суперфуд с огромным количеством антиоксидантов. Ну, очень вкусный чеснок. А теперь самое загадочное и странное место всей нашей поездки. Почему я вообще решила ехать на север в путешествие? Именно ради этой деревушки. Мы приехали сейчас в глухую деревушку Синго. Уверена, 99% из вас даже не догадывались, но именно здесь, среди японских гор и бамбука, находится могила Иисуса Христа. Да, вы не ослышались. Как же Иисус оказался в Японии? Местное предание гласит, в возрасте 21 года Иисус впервые приплыл в Японию и 12 лет изучал здесь восточную мудрость и синтоизм. Затем он вернулся в Иудею проповедовать, но когда его приговорили к распятию, его младший брат Исукири добровольно занял его место на кресте. Сам же Иисус бежал через Сибирь снова в Японию, поселился в этой самой деревушке, сменил имя на Дайтенку Таро Джурай, стал фермером, женился на местной девушке по имени Миюко, вырастил 3 дочерей и прожил до 106 лет. Звучит как абсолютная фантастика, правда? Откуда же взялась эта история? В 1935 году синтоистский священник Киомару Такинаочи заявил, что нашел древние свитки, где записана вся эта история. Но потом сами оригиналы свитков сгорели в Токио во время войны. Посмотрите на этот деревянный крест на холме. Их здесь 2, слева и справа. Согласно местной легенде, под правым крестом покоится сам Иисус, а под левым его младший брат Исукири. В могиле брата Исукири нет тела, только его ухо и еще локон волос Девы Марии. Это могила Иисуса Христа. А вот здесь это могила его брата. Его звали Исукири. Кстати, сюда неоднократно приезжали послы Израиля, а саму
эту историю я узнала пару лет назад из газеты, и мне прям хотелось обязательно сюда приехать. На территории находится небольшой музей об истории этого места, но там фотографировать нельзя. Я вам сейчас немножко расскажу про эту деревню. В этой деревне действительно существовали странные традиции. Раньше эта деревня называлась Хираи, и эксперты говорят, что это созвучно со словом иврит. Новорожденным здесь углем рисовали крестики на лбу, когда впервые выносили из дома. И одежда местных жителей очень похожа на одежду людей Ближнего Востока в древности. Сейчас вы увидите там дальше макет этой одежды. Действительно ли это могилы Иисуса Христа или его брата или нет, это трудно сказать. Историки и ученые говорят разные вещи. То, что оригиналы свитков уже сгорели, поэтому сейчас трудно признать эту историю правдоподобной. Но японцы относятся к этой истории с потрясающей мудростью и юмором. Местные жители не христиане, но они превратили легенду в добрый праздник. Каждый год в июне здесь проводят праздник Христа, где синтоистские священники совершают ритуалы, а девушки танцуют традиционные японские танцы вокруг этих самых крестов. Прогуливаться здесь невероятно странно и завораживающе. Ты стоишь в глубокой японской провинции и думаешь о том, как переплетаются мифы, истории и человеческая фантазия. И теперь мы отправляемся дальше к природе. Наш путь лежит к знаменитому вулканическому озеру Тавада. Мы по дороге заедем на одну из лучших смотровых площадок Канкодай. А на ночлег мы остановимся в отеле Тавада Принц, который расположен прямо на самом берегу озера. Потрясающее место с собственным садом у воды и горячими источниками. И очень вкусная французская кухня. Но это только половина нашего северного приключения. В следующем видео вас ждет совершенно магическое утро на озере Тавада. Я покажу вам, как зеркальная вода отражает облака и горы так, будто грани между небом и землей вовсе нет. Мы поднимемся на знаменитую смотровую площадку Хакка, заглянем в древний шинтоистский храм и прокатимся по озеру на катамаране. А еще мы отправимся в путешествие по легендарному ущелью Ойрасе, будем пробираться пешком сквозь сказочный лесной воздух, искать самые красивые водопады и
переживем самое неожиданное событие всей поездки. Моя дочка прямо из окна машины увидит настоящего дикого медвежонка. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение нашего северного путешествия по Аомори. До встречи в следующей серии. Всего доброго!